Дорогие друзья, канал «Домашняя кухня» с Аллой приветствует вас. Друзья, всем привет! Хочу вас спросить, любите ли вы манты так, как люблю их я? Наверняка услышу множество положительных ответов. В таком случае давайте готовить. Посмотрите, какие они красивые, нежные, сочные и вкусные. Ну что ж, начнем. Итак, манты начнем делать с теста. Вот тут у меня 200 мл молока. Можно взять воду, но вкуснее с молоком. Сюда я добавляю чайную ложку соли. Размешиваю. И сюда выливаю 2 яйца. Венчиком размешаю яично-молочную массу. Далее просею 500 грамм муки. Сделаю в муке углубление и волью яично-молочную смесь. В эту смесь добавлю примерно 1-2 ложки растительного масла без запаха. И начинаю замешивать тесто. Друзья, вот такой комок теста получился. Сейчас я его отправлю в полиэтиленовый пакет и отложу где-то на полчаса-час, чтобы тесто отлежалось, отдохнуло и выработало необходимую клейковину для того, чтобы быть пластичным. Друзья, для фарша я взяла примерно 500 грамм говядины и 400 грамм жирной свинины. Все это я буду нарезать мелким кубиком, потому что в манты мясо не перекручивается на мясорубке, оно просто мелко нарезается ножом для того, чтобы начинка в мантах была сочной и вкусной. Итак, приступим к нарезке. Вот примерно так. И теперь выкладываю их стопочкой и нарезаю на мелкие полосочки. Мясо режется идеально, очень мягкое, поэтому ожидаю, что начинка будет сочной, мягкой и вкусной. На полоски порезали, а теперь мелко режем поперек.
примерно такие кусочки, маленькие, тоненькие, должны получиться. То же самое делаю с салом. «500 грамм лука нарезаю мелким кубиком. Это немного, потому что лук придает сочность и великолепный вкус начинки. В нарезанное мясо с луком добавлю 2/3 чайной ложки молотого перца и чайную ложку с горкой соли. Все это предварительно вымешаю. Для того, чтобы фарш был в мантах сочный, обязательно добавьте воду. Я добавила 100 мл воды на это количество фарша в 2 приема. Закрою фарш тарелкой, и пока я буду заниматься тестом, фарш напитается соком лука и запахом специй. Друзья, перед вами моя старенькая мантоварка. Внизу кастрюля с водой, она подогревается до кипения. Сверху ставится такая надставочка, в нее помещаются ярусы, смазанные растительным маслом. На них выкладываются манты. Ярус ставится друг на дружку, закрывается крышкой, и в течение 40-50 минут готовятся на пару манты. Тесто отлежалось, и теперь, припудрив мукой, я его разделю на несколько частей и буду работать с одной частью, а остальные отложу в полиэтиленовый пакет, чтобы тесто не заветрилось. Лепешку теста разомну руками и буду раскатывать на тесто-раскаточной машинке. Подготовленный пласт теста я разрезаю на квадраты. И выкладываю начинку. По столовой ложке вполне будет достаточно. Теперь формирую сам мант. Защипываю края. Вот так. Вот у нас такой конвертик получился. И теперь вот эти ушки заворачиваю друг на дружку и скрепляю посерединке. То же самое с этой стороны. Мант готов. Отставляю в сторонку. Со следующим то же самое.
Противоположные стороны мы скрепляем. И ушки сводим друг к дружке и скрепляем посерединке. Не обязательно вот сверху защипывать. У нас манты готовятся на пару, поэтому защипывать сверху не обязательно. Самое главное, чтобы внизу манты не порвались. Вот такие красавцы получаются. Тесто превосходно лепится. Поэтому работать с ним одно удовольствие. Разрезала я тесто на квадраты со стороной 11 сантиметров. Ну вот, с одной полосочки получилось 5 мант. Друзья, что я делаю дальше? В блюдечко наливаю растительное масло. Немножко им смазываю поверхность решетки, на которой у нас будут готовятся манты. И дополнительно еще каждый мант опускаю в масло и ставлю на решетку. Вот так. Вот примерно такое расстояние друг от дружки. Вот смотрите, 6 мант у меня поместилось на решетку. Теперь эту решетку помещаю в ту кастрюлю, где у нас кипятится вода. В кастрюлю с кипящей водой поочередно ставлю ярусы с мантами друг на дружку. Обязательно нужно закрыть ярусы крышкой, подождать 40-45 минут. И по истечении времени у вас будет вкуснейшее блюдо. Ну вот такие получились розочки из теста и вкуснейшего фарша. Друзья, очень удобно доставать манты из мантоварки силиконовой лопаткой. Она очень бережно поддевается под низ манта и аккуратно, без повреждения теста, выкладывается на тарелочку.
Манты я полила растопленным сливочным маслом и посыпала нарубленной зеленью укропа. А вот это манты в разрезе. Сочные и супер вкусные. Друзья, это так вкусно, что я просто настоятельно рекомендую вам их приготовить. Сколько бы ни был процесс приготовления мантов трудозатратным, трудоемким, но поверьте, это того стоит. А сейчас я вас, как всегда, приглашаю подписаться на мой канал, поставить лайк, если понравилось видео. Нажмите на колокольчик для получения уведомлений о новых видео. До новых вкусных встреч. Всем пока-пока. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал. Всем вам желаю здоровья и успехов.